Марина никогда не думала, что ее жизнь окажется связана с мертвыми. В детстве она боялась даже темноты, но именно в морге началась ее долгая дорога к испытаниям, боли и, как оказалось, к счастью. Ей было 27 лет. За плечами тяжелое, словно чужое детство. Отец погиб страшной смертью, когда Марине было всего 7 лет. Он ушел в лес за дровами и не вернулся. Потом рассказывали, что на него напал медведь. Отец был мастером на все руки, умел и плотничать, и рыбу ловить, и скотом управлять. После его смерти в доме словно потух свет. Мать, Елена, женщина мягкая и трудолюбивая, не выдержала удара. Сперва ходила как тень, потом начала болеть и вскоре совсем слегла. Болезнь не убила ее, но превратила в беспомощного человека. Не встать, не поесть самой, не даже иногда слова сказать. С того времени Марина стала ей и дочерью, и сиделкой, и единственной опорой. Годы тянулись, словно вязкая трясина. Утром Марина кормила мать, переворачивала, меняла постель, днем бежала работать уборщицей в школе соседнего поселка, а ночью подрабатывала в магазине. У нее не было ни подруг, ни свиданий, ни праздников. Каждый день был похож на предыдущий, как серые кирпичи старого сарая за их домом. Иногда ей казалось, что жизнь ее прошла мимо, еще не начавшись. Когда в школе начали сокращать сотрудников, Марина оказалась без работы. Сначала было страшно. На что жить, как покупать лекарства для матери? Но судьба, как это часто бывает, открыла дверь там, где она не ожидала. В городской больнице требовалась санитарка. Правда, место было не простое, а в морге. Первый раз, когда она спустилась по холодным бетонным ступеням в подвал больницы, где стоял тяжелый запах формалина и звенящая тишина, Марина едва не разрыдалась. Ей показалось, что стены здесь пропитаны чужой тоской. Главный врач, Олег Борисович, встретил ее сурово. Сухие слова, тяжелый взгляд, никакой теплоты. Сразу дал понять, здесь слабакам не место. Но в морге был и другой человек, старый хирург Аркадий Семенович. Он работал дежурным врачом, иногда помогал оформлять тела и сопровождал родственников умерших. Аркадий Семенович оказался полным противоположностью главного врача. Спокойный, рассудительный, с мягким голосом. Он словно чувствовал каждую боль и умел облечь ее в слова утешения. «Не бойся, Марина», — сказал он в ее первый день. «Смерть — это не враг. Для многих это покой. Для измученных — долгожданный сон». Эти слова, простые и без пафоса, помогли ей пережить первые недели. Постепенно Марина привыкла к гулу холодильников, к холодным металлическим столам, к белым простыням. Она научилась смотреть на смерть как на часть жизни. И рядом с Аркадием Семеновичем чувствовала, что в этом темном месте можно оставаться человеком. 2 года они проработали вместе. За это время Марина стала увереннее, обрела терпение и даже силу. Но однажды в морг привезли тело, которое перевернуло ее судьбу. Это был молодой мужчина, лет 30, на вид бездомный. Изношенная куртка, грязные ботинки, никаких документов. Сотрудники сказали «найден на улице». Его звали Иван Корнеев, как позже выяснилось. Марина готовилась к обычной процедуре. Но из чисто женского любопытства ей захотелось взглянуть, был ли этот мужчина женат. Она потянулась к его руке, пытаясь увидеть кольцо, но едва коснулась пальцев, вздрогнула. Под холодной кожей чувствовалось едва уловимое тепло. Она прижала пальцы к его шее и... сердце. Оно билось слабо, но билось. «Аркадий Семенович», — выдохнула она, — «он живой». Старый хирург сразу подскочил, проверил, и его глаза вспыхнули. «Быстро! Помогаем! В реанимацию!» Они вдвоем, словно спасатели, вывезли мужчину из морга, минуя лишние взгляды.
Все происходило так, будто сама судьба прикрывала их. В реанимации удалось стабилизировать Ивана. Только позже Марина узнала правду. Иван вовсе не был бездомным. Он был успешным предпринимателем, занимался организацией спортивных мероприятий, честно заработал состояние. Но зависть и жадность его окружения обернулись предательством. Старый друг Павел предал его, связавшись с криминальными конкурентами. И самое страшное — в заговор был вовлечен Олег Борисович, главный врач. План был прост. Иван должен был поступить в больницу уже мертвым. А если вдруг оживет, его собирались добить смертельным уколом. То, что Марина и Аркадий Семенович спасли его, сорвало преступную схему. Началось расследование. Павла и его сообщников арестовали, а Олега Борисовича сняли с должности. Правда вышла наружу. Но и это было еще не все. Однажды вечером, когда Марина пришла домой после работы, Аркадий Семенович неожиданно вошел, чтобы отдать Марине забытые ключи. Но когда Аркадий Семенович впервые увидел мать Елену, он замер. Он долго молчал, потом сказал: «Мариночка, я должен тебе признаться. Я когда-то любил твою мать, Елену. И ты моя дочь. Я сам этого не знал». Марина сидела ошарашенная. Сердце стучало в груди, мысли путались. Она не могла сразу принять его как отца. Слишком поздно, слишком многое потеряно. Но уважение и благодарность к нему остались. Ведь именно он помог ей не только в морге, но и в жизни. А Иван, тот самый спасенный мужчина, постепенно стал частью ее судьбы. Сначала навещал ее, благодарил, потом начал помогать ухаживать за Еленой, привез врачей, перевез обеих в город. Рядом с ним Марина впервые почувствовала, что ее жизнь может быть иной, не только цепью обязанностей и бед. С каждым днем она становилась увереннее. Иван говорил ей: «Ты спасла меня, теперь моя очередь спасать тебя». Со временем они поженились. И Марина, впервые поверив в себя, решила исполнить давнюю мечту. Поступила учиться на врача. Она хотела спасать людей так же, как когда-то спасла Ивана. Теперь ее жизнь разделилась на «до» и «после». И все это началось там, в холодном морге, где смерть неожиданно уступила место жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.